Всем здравствуйте! Сегодня я хочу показать, как можно связать вот такие следки-тапочки и как их связать из любой пряжи и на любой размер. Посмотрите, какие они красивые. Показываю, какой красивый узор. Используем 3 цвета пряжи, следки бесшовные на подошве. Вязать их очень легко, очень просто. И я в данном мастер-классе покажу и расскажу очень подробно, потому сможет связать даже любой новичок. Вот еще раз показываю, как они смотрятся. Для следков я буду использовать пряжу 3 цветов, 100 граммах 180 метров и крючок 4 миллиметра. Но для этих следков можно использовать любую пряжу. Далее я покажу, как сделать расчет на любой размер из любой пряжи. Я беру коричневую пряжу и набираем цепочку из воздушных петель. Петли не затягиваем. И вот так продолжаем набирать. И вот набрали цепочку из воздушных петель. Теперь показываю, как рассчитать на любой размер. Вот измеряем длину стопы. Вот я возьму такой манекен. Показываю, что я буду вязать на длину стопы вот на 22 сантиметра. Теперь берем цепочку из воздушных петель. И вот цепочка на 21 сантиметр получается. 1 сантиметр это у нас и идет на расширение полотна. Так как мы будем далее вязать полотно, оно будет расширяться. И для того, чтобы следки не были большие, значит мы делаем на 1 сантиметр меньше. Смотря какая у вас плотность вязания, возможно, нужно сделать и на 1,5 сантиметра меньше. И далее будем уже продолжать вязать. Делаем еще одну воздушную петлю для подъема. И теперь в каждую воздушную петлю провязываем по столбику без накида. И так вяжем по цепочке столбики без накида. Довязываем их так до конца воздушных петель. И вот довязали до конца ряда. Теперь воздушная петля, разворачиваем вязание и в первый же столбик провязываем столбик без накида, но за заднюю стенку. Все столбики вяжем без накида за заднюю стенку. И так довязываем их до конца ряда. Довязали до конца ряда. Теперь отрезаем коричневую пряжу и будем переходить на основной цвет. У меня это вот такой бежевый. И вот протягиваем этот хвостик. Теперь разворачиваем вязание. Берем основную пряжу основного цвета и присоединяем вот за заднюю стенку столбика.
эти 2 хвостика будем сразу ввязывать. Присоединили и сразу здесь же провязываем столбик без накида. Вяжем все вот за заднюю стенку. Эти 2 хвостика ввязываем в вязание. Вот задняя стенка, столбик без накида. И так довязываем до конца ряда. И вот довязали до конца ряда, сделали одну воздушную петлю, развернули вязание и вяжем за заднюю стенку столбики без накида. И так довязываем до конца ряда. И вот довязали до конца ряда. Теперь берем третий цвет. Основную пряжу не отрезаем. Разворачиваем вязание. И начинаем вязать. Вот третьим цветом у меня это оранжевый. И провязываем за заднюю стенку. Этот оранжевый хвостик можно ввязывать. И тоже вяжем вот за заднюю стенку столбиками без накида. Так довязываем до конца ряда. Вот довязали до конца ряда, сделали воздушную петлю для подъема, развернули вязание и в первый же столбик провязываем столбик без накида за заднюю стенку. И так вяжем до конца ряда столбиками без накида за заднюю стенку. И вот довязали до конца ряда, эту нить отрезаем, переходим на следующий ряд. И вот разворачиваем вязание и переходим на пряжу основного цвета. Берем эту пряжу, этот хвостик будем вязывать за заднюю стенку. Сделали воздушную петлю и сюда же провязываем столбик без накида. И снова вот все столбики вяжем за заднюю стенку. Столбики без накида. И так довязываем до конца ряда. Довязали до конца ряда, сделали воздушную петлю, разворачиваем вязание и вяжем за заднюю стенку столбики без накида. Так довязываем до конца ряда. И вот довязали до конца ряда, разворачиваем вязание. Теперь я беру пряжу темно-коричневая, которую я вязала вот в начале. Присоединяем. Основной цвет не отрезаем. В первый же столбик провяжем столбик без накида. Я провяжу за 2 стенки. Так.
Этот хвостик немного вяжем. И теперь вяжем вот такой узор. Провязываем следующий столбик вот через весь столбик в предыдущем ряду. Следующий столбик вяжем за заднюю стенку, столбик без накида. Вот следующий столбик у нас, и мы провязываем прямо вот за самый низ столбика. Следующий столбик за заднюю стенку. Следующий столбик под низ столбика. За заднюю стенку. Под низ столбика в предыдущем ряду. За заднюю стенку. И так вяжем до конца ряда. Получается вот такой узор. Довязали до конца ряда, сделали воздушную петлю, развернули вязание и вяжем столбиками без накида за заднюю стенку. И так будем вязать до конца ряда. Все столбики без накида за заднюю стенку. И теперь вот отрезаем коричневую пряжу. Переходим на основной цвет. Этот хвостик будем ввязывать. И вяжем за заднюю стенку. Ну, в первый столбик я вяжу за 2 стенки. Так будет удобнее. И теперь за заднюю стенку. Еще раз показываю. И так довязываем до конца ряда. Довязали до конца ряда, воздушная петля, развернули вязание и вяжем за заднюю стенку столбиками без накида. Все, как мы уже с вами вязали в предыдущих рядах. И довязываем так до конца ряда. Довязали до конца ряда, разворачиваем вязание, берем пряжу оранжевого цвета. Вот у меня это был второй цвет. И присоединяем второй цвет. Так, этот хвостик будем ввязывать. И вяжем столбиками без накида за заднюю стенку. Хвостик тоже немного ввязали. И так довязываем до конца ряда. Столбиками без накида за заднюю стенку. Довязали до конца ряда, сделали воздушную петлю для подъема и вяжем столбиками без накида за заднюю стенку. И так довязываем до конца ряда. Вот довязали до конца ряда, нить эту отрезаем. Переходим на основной цвет. Этот хвостик тоже будем ввязывать. И вяжем все столбики без накида за заднюю стенку. И так довязываем вот до конца ряда.
Довязали до конца ряда, сделали воздушную петлю, разворачиваем вязание и вяжем за заднюю стенку столбики без накида. Так довязываем их до конца ряда. Довязали до конца ряда, разворачиваем вязание и берем коричневую пряжу. Присоединяем. Основной цвет не отрезаем. В первый провязываем вот так столбик за 2 половинки и повторяем вот этот узор, который вот мы вязали коричневой пряжей. И вот под столбики провязываем столбик такой вот без накида. Следующий столбик за заднюю стенку. Снова следующий столбик, провязываем прям под него. Столбик за заднюю стенку. Снова под столбик, такая длинная петля, столбик без накида. И так вяжем до конца ряда. Довязали до конца ряда, воздушная петля для подъема. И вяжем столбики без накида за заднюю стенку. Так довязываем до конца ряда. И вот довязали до конца ряда, нить отрезали и переходим на основной цвет. Этот хвостик тоже будем ввязывать. И вяжем все столбики без накида за заднюю стенку. Так довязываем до конца ряда. Вот все за заднюю стенку. Этот хвостик отрезаем. Довязали до конца ряда, сделали воздушную петлю, разворачиваем вязание и вяжем за заднюю стенку. И так далее будем вязать все ряды последующие основным цветом и все провязываем за заднюю стенку. Вот получилось такое связанное полотно. По длине получается вот как раз на мой манекен 22 сантиметра. И по ширине получается вот 20 сантиметров. 19-20 сантиметров. Также можно примерять по ноге. Если вы вяжете себе, вы можете примерять и смотреть, достаточно ли вы связали по ширине или нет. Также здесь я оставила ниточку вот для сшивания пяточки. И теперь поворачиваем вязание на изнаночную сторону. Я беру манекен. Вы можете примерять на свою ногу. И вот складываем вот таким треугольником. Теперь снимаем с манекена. Это чтобы вам показать, как нужно сложить вязание. И теперь сделаем такие стежки, чтобы потом было удобней все это сшивать. И вот так вот сшили. Теперь будем вот сшивать
перейдем к пяточке. Здесь у нас останется пока так. И сошьем пятку. И вот для этого одели нитку в иголку, выворачиваем наизнанку. И вот будем сшивать по пятке. И вот захватываем с одной стороны петельки и со второй стороны петельки. И вот так сшиваем. По одной петелечке, чтобы шов был не грубый. И сшиваем так до конца. И вот когда дошили до самого конца, теперь вот под вот эти ниточки, стежки, которые сделали, прокладываем так нитку под них с иголкой, потому что здесь нам нужно сделать скругление на пятке. Вот где-то сантиметра 1,5-2. И теперь вот так подтягиваем. Можно еще немножко. Чтобы было больше скругления. Теперь будем делать вот такую закрепку. И немного еще сделаем такие стежки. Еще одну закрепочку сделали. И теперь еще постягиваем здесь вот петелечки, так, чтобы было скругление. Вот так подтягиваем ниточки. Видите, получается вот такое скругление на пятке. И теперь можно сделать узелок и спрятать ниточку. И теперь переходим к носику. Присоединяем здесь нить. Можно вот завязать на узелок или сделать закрепку. И вот так пришиваем, захватываем за одну сторону, вот за столбики. По одной ниточке с одной стороны и со второй стороны.
И вот так пришиваем. Пришиваем вот этот так треугольник и дошиваем вот до вот этой части. И вот пришили этот треугольник. Теперь складываем вот так пополам. И будем сшивать вот эту часть. Здесь точно так же, как на пяточках, сшиваем по одной ниточке с одной и со второй стороны. Дошиваем так до низа. И вот сшили до самого низа. Теперь также вот как на пяточке нужно сделать закругление. Проходим иголкой вот под этими стежками, которые только что вот сделали. Вот теперь эту ниточку подтягиваем вот так. Делаем закрепочки. И еще вот так же вот как на пятках проходим и стягиваем. Вот такими стежками. Делаем скругление. Так, еще подтягиваем. И вот так дошли до треугольника вот этого, где мы его сшивали. Сделаем так еще, чтобы подтянуть один стежок, так вот второй, такую закрепку. И теперь будем выводить иголку на лицевую сторону. Так как теперь нам нужно сшить вот с лицевой стороны теперь вот этот треугольник. И вот так, чтобы было незаметно. За нижние ниточки вот у верхнего треугольника и вот захватываем нижнюю ниточку
И пришиваем так всю деталь. И вот получились такие слитки, тапочки. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!